Всем привет! С вами Диана, и сегодня я хотела бы ответить на ваши вопросы. Сегодня мы сделаем вопрос-ответ. Да, у меня есть планы для того, чтобы осуществить свою мечту, покорить мировую сцену. Кто следит за моим творчеством, за моим инстаграмом, хорошо знает, что сейчас я закупилась оборудованием благодаря вам. Огромное вам за это спасибо, вы очень у меня отзывчивые. И сейчас я записываю для вас каверы, уже несколько каверов я уже выпустила. И также я хочу научиться делать аранжировки сама, чтобы в дальнейшем, возможно, сочинять музыку, писать для себя песни авторские, собственные. Вот, поэтому я иду к этой мечте, и планов у меня достаточно много, и на самом деле вы должны все это видеть по моей активности в сети. Планы после окончания школы. Я хочу попробовать, конечно же, после сдачи ЕГЭ, я хочу попробовать поступить в ВУЗ, а там полностью уйти с головой в творчество, потому что я хочу жизнь, как вы, наверное, поняли, связать именно с этим. Хочу петь. Не рассматриваю ли я исполнять песни с зарубежных сериалов или компьютерных игр? Я вообще в компьютерные игры никогда не играла, чтобы вы понимали. Я не знаю, что такое компьютерные игры и какие они есть. Поэтому я не очень понимаю, о чем идет речь, но насчет зарубежных сериалов пока что мне не поступали такие предложения, но мне кажется, если поступит, то я с удовольствием буду исполнять такие песни, потому что в сериалах и вообще в фильмах очень часто используют очень крутые песни. Я уже начала очень усердную работу со своим аппаратом голосовым. У меня появился не так давно очень хороший педагог по вокалу, это Ольга Анатольевна Донская. И мы работаем над верхними нотами, но сейчас в связи с тем, что происходит в мире, это карантин, самоизоляция, очень трудно вообще что-либо делать, и поэтому я пытаюсь как-то каждый день сама распеваться, сама как-то работать, но вы, наверное, кто знает вообще, что такое вокал и что такое голосовые связки, должны понимать, что это очень трудоемкий процесс. И да, я расширяю свой диапазон, я уже повысила свой диапазон на 2 тона. Это очень большой для меня результат, потому что в один момент, знаете, в подростковом возрасте мой голос просто начал как-то понижаться, и он на 2 тона понизился, и для меня это было просто что-то катастрофическое, потому что все песни, которые я пела на «Ты супер», мне пришлось их понижать. А после того, как я нашла своего хорошего педагога по вокалу, после того, как переехала из Тольятти в Москву, я поняла, что так не может продолжаться, потому что если я буду просто понижать, то в конце концов я просто уйду до того, что у меня будет просто октава диапазон, а мне это не нужно, и вообще я считаю, что это не очень правильно. Я работаю над своим диапазоном, и все будет в дальнейшем, я надеюсь, что я все хорошо сделаю со своим педагогом. Следующий вопрос от этого же человека. Не думали ли вы попробовать себя в роли актрисы театра и кино? Кто давно следит за моим творчеством, тот знает, что лет с 12 я играла в театре в городе Тольятти. Я очень часто принимала участие в разных мюзиклах и чаще всего была там в главных ролях. Мне очень свойственна вообще актерская игра, манера вести себя на сцене очень открыто и хорошо. У меня были планы стать актрисой, но сейчас я поняла, что больше хочу уйти все-таки в вокал, чем в театральную деятельность. Но я не исключаю того, что, возможно, я пойду и в актрисы. Кто знает, что будет вообще у нас в будущем. Следующий вопрос.
Есть ли у вас в планах выступить с концертом или принять участие в конкурсах за рубежом? Сейчас, опять же таки, в связи с ситуацией, которая происходит в мире, я вообще не знаю, не знаю, какие у меня будут концерты, возможно, какие-то конкурсы, особенно за рубежом. Если бы всего этого не было, я бы ответила, что если поступит предложение, то я с удовольствием поеду, приму участие, потому что развиваться вне нашей страны — это очень, мне кажется, достойно и круто, потому что в нашей стране я уже в какой-то степени себя показала. Я не говорю, что я остановилась и все, и пошла за рубеж. Нет, мне еще нужно очень много работать, но сейчас я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что карантин просто сломал все мои планы. Снять клип, исполнить что-нибудь из молодежного жанра. Из молодежного жанра я недавно выпустила кавер на песню Гавана Камила Кабелло, и это уже как бы молодежный жанр. Вот, это не свойственное мне пение, но я попробовала, я поэкспериментировала, и мне понравилось. Так что не знаю, как вам, но я смотрю по вашей реакции, что вам тоже это понравилось, поэтому буду продолжать. Снять клип, сейчас, опять же таки, сколько можно уже повторять, не знаю, из-за карантина, очень трудно что-либо делать. Я не знаю, как можно снять клип в квартире, потому что это просто, типа, сняла в одном углу, потом в другом, показала вам, сделала рум-тур всей своей квартиры, и в итоге это получился всего один клип. Очень интересно и продуктивно получается. Вот, поэтому на этот вопрос также не знаю, как ответить, ну, надеюсь, что ответила. Поступают ли предложения снять клип и исполнить что-то из молодежного жанра? Сейчас таких предложений не поступает, потому что вообще у артистов сейчас очень, знаете, такая не белая полоса. Наступает время сдачи ЕГЭ. Выбор дальнейшего учебного заведения. Куда бы вы хотели поступить или какую профессию освоить? Я уже сказала, что я попробую поступить в вуз. Хочу связать себя с вокальным творчеством. Возможно, буду, не знаю, учиться на преподавателя по вокалу или вообще звукорежиссер. Сейчас у меня очень много техник и моментов, которым я бы хотела научиться. И если я сейчас очень хорошо освою тему аранжировщика, то почему бы нет? Я бы могла пойти и в эту стезю. Но, конечно, я не говорю, что я прекращу петь, свою сольную карьеру. Такого не дождетесь. Вот. Поэтому по профессии что-то творческое. Сейчас сказать точно не могу. Какая песня для меня самая сложная для концертных выступлений? Самая сложная для меня песня — это «Реченька». Эту песню я исполняла в проекте «Ты супер». И на проекте, если мы делаем песню, то мы делаем только ее. И делаем ее досконально. И там мы в одном туре поем только одну песню. И поэтому я могу позволить себе спеть эту песню и потратить все свои силы, так скажем. Но когда я пою на концертах, я чаще всего не пою эту песню, потому что в свои сольные концерты я вставляю очень много различных песен, композиций, и они также нелегкие, так скажем. Очень часто меня спрашивают, почему я не ставлю эту песню в свои сольные концерты. Я объясню. Так как эта песня очень затратная по эмоциям и вообще по голосу, по силам, если я спою эту песню на концерте, то я понимаю, что есть риск, что дальше я концерт просто не выстою.
или нужно будет сделать огромный перерыв. Это не очень хорошо для сольных концертов, и иногда я иду на маленький риск и пою акапельно кусочек этой песни для вас, потому что она вам очень нравится. Но когда меня приглашают спеть одну-две песни и вставляют реченьку, я соглашаюсь, потому что одну-две песни я смогу выдержать вместе с этой песней, а в сольных концертах это очень трудно. Моя самая любимая песня, которую я люблю исполнять, это песня «Human», в переводе как «человек». Она очень близка мне по смыслу, и также она очень близка мне по диапазону. Кто слышал ее в моем исполнении, тот знает, что я пою там больше в низкой тесситуре. А моя обычная тесситура — это больше низа, чем верха. И поэтому я очень люблю ее петь, и я могу ее спеть. Я вставляю в сольные концерты, пою ее со всеми песнями, с которыми только можно, потому что она очень легкая для меня на самом деле. Поэтому она, наверное, и любимая именно для исполнения. Ну, если говорить про песню, которая мне просто нравится петь не потому, что там диапазон или тема песни, я все равно назову «Human», потому что она очень кочевая, я сама ее очень давно слушала, а потом мне поставили ее в финал проекта «The Super» 3-го сезона, и я просто была в восторге, потому что я обожаю эту песню. Вы должны понимать, что когда меня куда-то приглашают выступать, чаще всего это какие-то крупные организации, и обычно они выбирают песню и даже таки, вам скажу, костюм. Очень часто я вижу такие комментарии по поводу того, что моя мама плохо справляется с тем, что подбирает костюмы под песни совсем не так, как нужно. Чтобы вы понимали, если... Да, меня один раз пригласили петь на одном мероприятии, я исполняла песню «Реченька», про которую я уже говорила сегодня, и мне сказали одеть под нее ярко-розовый костюм. Костюм и песня совсем не сочетаются друг с другом, никак. Но мы не могли сказать «нет», потому что это организаторы. Если ты скажешь «нет», то просто, можешь не петь. Значит, тебе это не так уж и нужно. И если они выбрали ярко-розовый костюм, значит, у них на мероприятии либо розовые столы, не знаю, там, сцена как-то оформлена так, что этот костюм хорошо смотрится. И неважно, какая песня. Главное, что костюм хорошо смотрится. Это, на самом деле, очень часто подбешивает, так скажем. Потому что я человек, и мне даже иногда выбирают такие костюмы, в которых просто неудобно петь ту или иную песню. Например, выбирают песню «Йодель» и ставят бальное платье. И ты такая, как я должна петь «Йодель» в бальном платье, когда мне нужно скакать, а я на каблуках, и у меня платье, которое просто я спотыкаюсь о него. Это ужасно. Но приходится выдерживать такое, потому что ты артист, и ты должна профессионально все это воспринимать и соглашаться с этим. Собираюсь ли я продавать свои компакт-диски? Для того, чтобы я начала продавать свои диски, мне нужно записать необходимое количество своих авторских песен. Потому что если я буду ставить каверы и продавать их на дисках, то будет срабатывать авторское право. Вот, поэтому сейчас очень трудно что-либо сказать, но я знаю, что скоро у меня выйдет новая песня, будет премьера, и все идет к тому, чтобы я записывала такие диски. Я стараюсь очень много записывать новых песен,
не каверов, а своих авторских. И поэтому в скором времени должны уже появиться мои собственные компакт-диски. Что же насчет интерпретации на международных платформах загрузки? Буквально недавно у меня появился человек, который этим всем занимается, и в ближайшем будущем все песни мои авторские будут доступны на всех площадках и платформах, которые только есть в интернете. Поэтому я могу только сказать, ждите так же, как и я, потому что это очень трудоемкий процесс, и не все так быстро делается, как вы думаете. Пишу ли я стихи? На самом деле я пытаюсь писать стихи, и довольно-таки уже долгое время. Но если бы у меня получалось, вы бы, наверное, видели уже хотя бы какую-то часть у меня в Инстаграме или еще в каких-то соцсетях. Но если этого не происходит, значит, не очень у меня идет со стихами. У меня есть какие-то наброски текстов, но они совершенно бредовые. Я считаю, что я пока что еще не готова писать стихи. И также у меня тут спрашивают, как я отношусь к творчеству Цветаевой, Ахматовой, Вознесенского и так далее. Я очень положительно отношусь к их творчеству, и вообще все авторы, которые... Вообще, авторы — это люди, которые пишут что-то прекрасное, а мне это не дано пока что, и я просто уважаю таких людей, потому что когда ты читаешь, то кажется, что это так легко, ну, вроде как бы рифмы сами приходят на ум и все такое, но когда ты садишься и пытаешься это все написать, что-то идет совсем не по плану. И я просто обожаю читать, например, Пушкина. Это мой один из самых любимых авторов, так скажем. И поэтому... Я, кстати, сдаю ЕГЭ литературу. Здравствуйте. Вот, поэтому я очень сейчас углубляюсь в тему русской литературы, поэзии и прочее. Также у меня спрашивают, собираюсь ли я делать каверы на Высоцкого и вообще такие тяжелые каверы, так скажем. Да, я на самом деле собираюсь записать один кавер, пока что не скажу какой, поэтому ждите. В разработке очень много всего интересного. Как у меня дела с изучением английского? По школьной программе я хорошо справляюсь, и по школьной программе я нормально знаю английский. Но это школьная программа. И я собираюсь уже очень долгое время нанять репетитора, чтобы изучать английский язык, но сейчас у меня катастрофически мало времени, потому что ЕГЭ, карантин, аппаратура и все вот это вот на меня сейчас навалилось, извините. Вот, и поэтому я сейчас могу как-то немного перевести англоязычных людей, которые, например, делают на меня реакции в интернете. Но так, чтобы я сказала, что да, я знаю английский язык, такого нет. Но в ближайшем будущем я вам обещаю, что я буду изучать английский язык, и в своей жизни я точно буду на нем говорить. В настольные игры во время карантина у нас как бы в семье нет такой традиции садиться за круглым столом и играть в настольные игры, потому что, чисто нет времени. Но я бы хотела вам рассказать про то, как я провела время в Нидерландах, потому что был такой момент, и не один, когда нас приглашали за стол, раскладывали очень интересные настольные игры и ставили чипсы, орешки, все, что нельзя голосу. Вот, и мы играли в эти игры, это было просто... Это не описать словами, потому что я не привыкла вообще к такому. Но
я была бы и не против, если у нас такое появилось в жизни. Я обожаю играть в настольные игры. Мы, кстати, в Нидерландах купили 2 игры. Сейчас уже не помню, как они называются, но они у меня вон там лежат. И иногда я достаю их, когда ко мне приезжает племянник. Мы с ним любим очень играть в эти игры, но сейчас карантин, и опять-таки мы не можем играть в эти игры. Они просто лежат, пылятся.